Всем привет! Вы на канале Labrador Adventures. Сегодня также посчитаем с вами для примера окупаемость предметов, что у нас там сейчас по текущим ценам получается. Для этого мы можем перейти с вами на сайты. Итак, есть два сайта, напоминаю. Librarium.net. Это вот этот сайт, и labr.my. Мы сегодня будем сейчас в рамках этого стрима прямо сейчас пользоваться этими двумя сайтами. Итак, что мы здесь можем посмотреть с вами? Здесь мы можем с вами зайти в раздел окупаемость. Во-первых, можно посчитать, напоминаю, то есть есть калькулятор окупаемости здесь и на втором сайте. Мне на втором сайте чуть больше нравится, но здесь есть очень классная кнопочка «Магазин». И в магазине можно посмотреть, тут с нашего разрешения парсятся предметы, можно посмотреть окупаемость предметов и так далее. Соответственно, мы можем посмотреть по приоритету, например, поставить, нас интересует, отфильтровать по окупаемости, применить фильтры, и давайте сделаем даже две сортировки с вами. Допустим, сделаем один фильтр, просто проверим предметы на деревянные, посчитаем окупаемость, и быстренько посчитаем две окупаемости, я бы даже сказал. Давайте выберем здесь какой-нибудь предмет. Опять же, облегчает ваш выбор предметов. Ну и здесь из того, что находится, мне нравится, в принципе, как вот это, всего лишь 196 дней окупаемости уже со старта, без единой руны, без вообще аккаунта, просто сходу. И вот этот вариант мне чуть, может быть, даже больше нравится. Здесь можно две руны вставить. И здесь, в принципе, две руны вставить. Ну, в целом, обе лопаты неплохие. Давайте, наверное, возьмем здесь для себя все-таки, может быть, вот эту даже. Итак, она стоит 6200. В параметре 6.34, 2.28. Давайте вбивать. Итак, здесь у нас 6.34, 2.28. А здесь и третий параметр у нас был 3.32. И третий параметр 3.32. У нас на этой лопате имеется еще, кстати, две ковки, то есть кому-то можно паковать. И, соответственно, два слота под руны мы берем отсюда, и 6200 берем отсюда цену. Ну, давайте предположим такой вариант. 6200, два слота под руны можем задействовать. Давайте сюда вставим для примера. Опять же, это все можно посчитать на калькуляторе. Ну, руны скорости второго будет дороговато. Давайте руны скорости первого уровня вставим сюда парочку. Итого, что мы видим? Все автоматически тут остальное досчитало, и у нас уже окупаемость 97 дней. Теперь мы заходим не сюда, тут всякие подсказочки есть. Вот сюда можно зайти и поставить всякие настройки. Итак, тут, походу, моя, наверное, прокачка стоит, или не знаю, или какая-то примерная, наверное, по умолчанию стоит такая, минимально возможно, я бы, наверное, сказал, хотя фактически, если вы поиграете там пару недель, ну, я думаю, что вот такую, как сейчас здесь выставлена, она более чем реально. Соответственно, на дистанции вы играете, там, шахтер, ну, там, у меня, по-моему, уже 8-й, ну, пусть будет 7-й. Хранитель шахты, ну, очень быстро у ребят уже есть даже 8-е, я там видел, ну, давайте пусть там 6-й поставим. Ну, и стейкер, на самом деле, там даже минимальный какой-то объем заработать, застейкать там просто на более длительный срок и получить там, ну пусть там даже 1%. Без помощников. Давайте здесь поставим коэффициент, например, еще 6 к 1. Ну, человек там все-таки чинит что-то, да. Скорость. Этот параметр, на самом деле, довольно быстро куда-то сюда можно поднять, но пусть давайте тоже ставим на 20, и здесь совсем немного, ну пусть там всего лишь там 10 раз, например, юзер прокачал, да. Итого, во-первых, обращаю ваше внимание, что мы учли, что пользователь ремонтирует шахту. Таким образом, вот мы просто сходу взяли все это, посчитали, и мы видим, что окупаемость уже 105 дней. 105 дней, то есть вот, ну, примерно чуть больше 3 месяцев. Дальше на дистанции, когда пользователь играет, во-первых, вот эти руны мы сюда посчитали за деньги, но важный момент является то, что пользователь может найти и бесплатных. Если мы предположим, что он их сам нашел, все, окупаемость, вот, пожалуйста, 3 месяца. Вот. Также здесь не учтено то, что юзер будет все-таки фармить и золото в игре, и постепенно прокачивать свой аккаунт дальше, и здесь вполне себе реально на дистанции там сделать, я не знаю, там, ну, пусть вот так, там, вот так. Ну, тут по золоту тут уже сложнее оценивать. Шахтера можно дальше, хранителя можно дальше качнуть, стейкера при желании можно тоже больше вкачать. Еще важно, что можно на Black Market получить со скидкой, зайти во всю эту историю, там вполне себе возможно, я не помню, если честно, просто процент, но точно можно все это дело купить дешевле. Ну пусть там 3% будет. Итого вы чуть дольше поиграете, здесь вообще уверенно можно сказать, что вот до этих вот, там, по-моему, кто-то уже даже 25-26 делал. Еще поиграть там 22, 24, ну пусть там, ну 23%. Итак, возвращаемся назад, 71 день, все, уже тут немногим больше 2 месяцев.
И потихонечку, соответственно, у вас появляются вариации, вы можете все это дело посчитать. А что, если вы сюда вставите там второго уровня руны? Что, если вы купите еще одну лопату, которая увеличит вашу доходность в 2 раза? То есть, точнее, тут 2 нужно лопаты купить, то здесь можно закладывать еще там плюс, ну, где-то 11 тысяч надо добавлять. Это будет здесь 17. Здесь плюс 1 помощник. Там вот 95 дней стало, но здесь мы можем предположить, что юзер там со временем перешел на более дорогие руны. Ну нет, на первой все-таки лопате это не так выгодно. Итого мы посчитали, на первой лопате выгодно с первыми рунами, и мы с вами довели это вполне себе даже до 70 дней в плане окупаемости. Итак, давайте посчитаем теперь еще стальную лопату. Как нам тут стальную дойти? Давайте посмотрим скорость там, ну, от 8, чтобы у нас более-менее какие-то стальные лопаты появились. Итак, стальные лопаты, что у нас тут имеется? 350 дней и так далее, 12, 2, 2, 2, 2. О, есть даже 3 слота подать. Вот с этим, мне кажется, мы что-то точно интересное можем сварить. 11.44, 7.37. Давайте у нас тут теперь стальная. 11.44, 7.37. И сколько там еще было? 13.36. 13.36. Стоимость нашей лопаты также нужно нам указать. Конечно же, она 20... Вот это мы выбрали, да? 26.989. 26.989. Так, вот, отметили. Соответственно, то есть условно мы можем оставить старые параметры, предположим, что у нас вот здесь уже все-таки будет, допустим, смотрите, вот 0 помощников тоже будет очень заметно, да? У нас тут 180 дней пишет. Ну, понятно, если вы берете такую же лопату, вам не так сложно докупить одного помощника, он там вам обойдется 5 с чем-то тысяч, ну, тут давайте округлим до 27 тысяч, соответственно, там 5500, если мы добавим, или 5600 у нас там флор сейчас, то есть получится там 32 600, допустим. Вот, пожалуйста, с помощником. Вот мы включаем сюда помощника, и у вас сразу уже, 103 дня. Но у нас же 3 слота под руны. И плюс мы можем взять подешевле даже руну выносливости сюда, например, поскольку у нас выносливость превалирует в данной лопате, мы получаем уже 98 дней окупаемости. То есть мы сейчас с вами собрали, просто с рынка подобрали. Опять же, на рынке бывает более выгодные предложения. И это я посчитал лопату, которую, ну вот просто сейчас при вас тут выбрал, ну вот на 3 слота. Может быть, здесь какая-то лопата окажется лучше. Может быть, нам нужно выбрать здесь, например, вот эту лопату, которая там превалирует больше скорость. Или вот эту, 12.96. Может быть, она лучше окажется. Ну, давайте для прикидки вот проверим. 12.96 и тут 9.48. 12.96, тут 9.48. Только я не запомнил, сколько было дней окупаемости. Так, и 10.66. И тогда здесь, возможно, имеет смысл поменять на скорость. Нет, на скорость тоже не так выгодно здесь получается. Выносливость. А если мы еще одну выносливость ставим? Оу. Так, значит, на прошлой лопате у нас надо было тоже с выносливостью обыграть. Давайте вернемся на нее. 11.44, 13.36. 13.36 и 7.37. И давайте... 91 день. А если мы еще одну ставим? 88 дней вообще. Поскольку, видите, выносливость высокая, руны, соответственно, дают больше буста, итого вот, пожалуйста, уже 88 дней окупаемость. То есть меньше 3 месяцев. Соответственно, дальше у нас появляется достаточно большое количество вариаций, если вы хотите взять более сильную лопату, у которой будет 4 слота под руны, у которой будет вы, соответственно, можете разгонять до 2 помощников, до 3 помощников. Титановые лопаты, там вообще интересная история получается. Если у нас здесь в день вот 6,6, на титановых лопатах уже ребята разогнали свыше $100 в день. Таким образом, мы видим, что вполне себе, то есть это в ответку тем, кто опять писал мне недавно, что там у меня я не окуплюсь за год. Ну, ребят, если вы не купаете за год, то вы не пользуетесь ресурсами, которые сделали просто ребята из комьюнити. Мы не несем ответственность за эти ресурсы. И я, кстати, недавно проверял, вот эти цифры, которые вы видите, окупаемость здесь занижены. Фактически выше. Я забил полностью свой билд, лопату, все забил, и у меня получилось вот здесь что-то в районе там, один из, скажем такой билд, который я вот хотел просчитать, сравнивая там в наших внутренних формулах. Лабр в день получилось 17 500, что-то такое. Фактическое у меня было, я сходил в шахту, у меня было 25.
Ну, собственно, вот вам и результат. 17500, 25. То есть здесь еще прилично заниженные результаты. Опять же, не буду говорить, что при всех лопатах я там на 2 вариациях каких-то проверял, и на обеих вариациях было занижено. Поэтому ответственность, опять же, несем. Это ребята делали, делают сами, как там могут посчитать эти формулы, придумать все. Может быть, в будущем мы как-то с ними посотрудничаем, дадим полностью точные формулы, включим их в состав нашей команды. Здесь мы еще этот момент пока просто не успеваем с этим всем разобраться. Вот. Тем не менее, уже сейчас, я думаю, вы видите вполне себе, какие цифры окупаемости получаются, и это, поверьте, это заниженные цифры. Фактически они выше. Вот. Ну и, конечно же, можно развивать дальше аккаунт, множество разных всяких штук, где вы еще можете просто ежедневно находить руны. И ребята, которым падают руны, ну, я не знаю, кто-то говорит, невыгодно стало там с рунами. Я считал с рунами, и, поверьте, с рунами у меня получилась вообще отличная окупаемость. Мне за эту неделю упало 2 или 3 руны 2 уровня. Ну, каждая из них стоит весьма приличных денег. Даже при том, сколько у меня там фармится в день, это все равно очень сильно ускоряет окупаемость. Поэтому я бы никак не могу сказать, что невыгодно. И, кстати говоря, кто-то пишет, в Labor House тоже есть магазин. Labor это Labor House название у него. О, прикольно, смотрите, там лапки какие-то крутятся. Во, смотрите, здесь тоже все это есть. О, как красиво, как удобно. Вау, тут еще какие-то пометочки есть, хорошее предложение, честное предложение. Воу, высокая цена превышает рыночную. Вот, пожалуйста, видите. То есть тут вам целая куча еще подсказок. Ну, в общем, смотрите, сколько фильтров. Я даже не видел, что это есть. Просто не успеваем за этим следить, но это супер клево. Вот мне очень нравится. Итого, окупаемость. Посчитали, не включили сюда никаким образом другие вариации, связанные с тем, что реально вы там что-то найдете в экспедициях, вы просто накопаете, каким образом там кланы вам смогут помочь, и плюс, конечно же, крафты. Крафтите 2 лопаты, можете получить сильно лучше качество. Ладно, ну что, в целом, такая вот история получилась. Делитесь этой игрой с друзьями. Мне кажется, достаточно прибыльная, интересная история. 90 дней окупаемость, это порядка 400% годовых. Не знаю, даже на фьючах сомневаюсь, что кто-то показывает такую доходность. Вот, все. Всем спасибо, кто пришел. Всем пока.